Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сейчас 4 часа утра, я не могу побороть свою бессонницу, поэтому решил записать для вас этот видеоролик. Скорее всего, это будет какая-то новая рубрика на нашем канале. Такие видеоролики будут выходить не часто, сразу вас предупреждаю, поэтому не отписывайтесь от меня. В общем, здесь, в этой рубрике, будем обсуждать какие-то темы, которые связаны с Крымом. Если у вас есть какая-то такая тема, пишите ее в комментариях, обязательно все прочитаю. И, возможно, следующей темой нового такого видео станет именно то, что вы написали. Но мы с вами начинаем. Сегодня в этом видеоролике мы с вами обсудим 10 вещей, которых нет в Крыму из-за санкций. Думаю, мне будет интересно для вас все это рассказать, вам будет интересно это послушать. У меня есть с чем сравнить. Я ездил в Москву, испытал все блага цивилизации, так сказать, на себе, поэтому сегодня о них вам и поведаю. Можно сколько угодно спорить, что санкции для Крыма это ерунда, но то, что они повлияли на удобство крымчан и усложнили жизнь отдыхающим, глупо. Главное не убеждать самих же себя, что они очень-то и хотелось, а искать замену сервисам, которых в Крыму уже нет, и если есть какие-то аналоги, то улучшать их качество. Итак, каких же благ цивилизации лишены жители полуострова? Первое. Яндекс.Такси, Uber и прочие сервисы заказа такси. Привычных россиянам сервисов для заказа такси на полуострове нет. В той же Москве есть приложение, по которому ты можешь вызвать такси, не звонив никуда. Ты вбиваешь свой адрес, заказываешь такси, оплачиваешь все по карте сразу же. Ты видишь, как тебе по карте движется машина, сколько она по времени будет ехать, кто твой водитель, номер машины. Это супер удобно, и самое главное, это было недорого. Насколько я помню, ехал от Домодедово до Внуково 2 января. Это, я не знаю, там очень много километров, посмотрите по карте сколько, но мне все обошлось, это в 1000 рублей там с копейками. Я считаю, это недорого, это удобно, мне очень понравилось. В Крыму же таких приложений не существует. Скорее всего, такси можно заказать только звонком по телефону. Это неудобно. И, конечно, цены в Крыму на такси кусаются. Что вы понимали, когда я прилетел вот недавно с Москвы, из Симферополя, уже была ночь, и там, конечно же, таксисты уламывают людей, чтобы отвезти их по городам, куда им нужно. И мне до Судака заломили цену 3000 рублей, чтобы вы понимали. Это безумно дорого. На автобусе стоит там 250 рублей. А таксисты берут 3000. Конечно же, я отказался и пришлось как-то там на попутках мне добираться. В общем, в Крыму пока нет какой-то налаженной системы такси, такой как Яндекс или Uber, или другие, которые работают на территории России. К сожалению, надеюсь, что в будущем они появятся, но пока, друзья, такой возможности у нас нет ездить на дешевом такси. Второе, это мобильные операторы. Что вы понимали, в Крыму нет никаких мобильных операторов, только МТС Кубань, он же МТС Волна, он же МТС Краснодар, и он же еще набор каких-то шифровок. Билайна, Мегафона, других, Теле2 у нас такого не существует, и возможно с этих операторов в Крыму будет браться роуминг. Но хочу отметить, что я со своей сим-картой крымской, когда ездил в Москву, она у меня в Москве работала без роуминга, но у меня был МТС, возможно из-за этого роуминг не включался. Если вы приезжали в Крым с какой-нибудь другой сим-картой, напишите, пожалуйста, об этом тоже в комментариях, был ли у вас роуминг, либо его не было. Потому что, насколько я помню, новости говорили, что его роуминг отключили, но он до сих пор продолжает действовать. Третье, это, конечно же, мобильный интернет. От того, что нет операторов, интернет в Крыму просто ужасный. Если зимой, когда еще отдыхающих в Крыму немного, он кое-как в кое-каких местах работает, то летом невозможно провести прямой эфир, просто интернет не работает, очень низкая скорость. И, друзья, если в Москве, как я был там, я могу везде провести прямой эфир, потому что скорость была отличная в любом месте, в любой точке, даже в метро под землей работал у меня мобильный интернет. В Крыму пока с этим, к сожалению, плохо. Сбербанк. Многие, кто приезжает в Крым на отдых, удивляются, как у вас что нет Сбербанка? Да, друзья, не удивляйтесь, у нас в Крыму нет Сбербанка из-за санкций, и, скорее всего, его еще долго не будет. У нас есть свои какие-то собственные банки, которые на территории России, я думаю, мало известны. Также прошу вас написать в комментариях, слышали ли вы о таких банках: Генбанк,
РНКБ, Морской банк. В общем, вот такие у нас банки. На территории Москвы я их так не встречал. У меня карта Сбербанка, я снимаю в Крыму деньги через любой банкомат, но, конечно же, берется комиссия. Без комиссии деньги снять нельзя, поэтому берите с собой денежные средства, наличные, ну и можете, если не жалеете потратиться на комиссии, то можете, конечно, брать карту Сбербанка. Кстати, если расплачиваться картой в магазинах, ресторанах Сбербанка, то комиссия не берется. Это, кстати, удобно. Пятое. Booking, либо какие-то другие ранее известные сервисы, на которых можно было забронировать жилье. К сожалению, сейчас все они недоступны. Booking, насколько мне известно, держался до последнего, он не реагировал на судебные иски, он предоставлял услуги по полной программе. Но в июле 2018 года Нидерланды, там находится офис booking.com, также сдались. Ограничения для полуострова такие: забронировать жилье можно только если вы едете сюда по работе. Поставить в галочку «Я еду сюда по работе, по служебной командировке». Других вариантов, к сожалению, не было. И жилье вы бронировали наугад, потому что также отзывы об этом жилье были отключены. Поэтому ранее популярные сервисы по бронированию жилья в Крыму сейчас тоже не работают. Лично я сейчас пользуюсь сервисом Авито. Даже вот я еду в Ялту, захожу в Авито, ищу там жилье, арендую его. Также и в Орджоникидзе я арендовал через Авито. Поэтому реклама Авито, можете там посмотреть жилье. Но на Авито, кстати, очень много мошенников, которые сдают нереальные дома. Поэтому всю информацию обязательно проверяйте в интернете. Этим летом было очень много обманутых. В Судаке сдавали какой-то несуществующий дом. Многие на это велись, отправляли задаток деньгами, но, к сожалению, по такому адресу не существовало никакой гостиницы. Поэтому заранее проверяйте в интернете фотографии, адреса, смотрите на картах, есть ли такая гостиница, либо такой гостевой дом, чтобы вы могли туда заселиться. Нам в группу «Подслушан Судак» писали много отзывов, таких негативных, что отправили деньги, а жилья такого не существует, и хозяин пропадал. Также у хозяина был, я насколько помню, не крымский паспорт. Если вы видите у человека не крымский паспорт, ксерокопию, то не вздумайте вообще ему отправлять никогда деньги. Шестое. Макдональдс, KFC и прочие рестораны фастфуда. Тут еще неизвестно, кому повезло больше: крымчанам, что у них нет этих сервисов, либо россиянам, что у них они есть. Да, друзья, у нас нет Макдональдса, а я очень люблю мороженое Макфлури, оно безумно вкусное, самое мое любимое мороженое. KFC, там тоже вкусная курочка, но у нас таких сервисов, к сожалению, также нету. Есть какие-то пародии на KFC, называется CFC. Сами понимаете, что творится. Но хочу отметить, что с фруктами, с рыбой, с мороженым в Крыму по-прежнему все замечательно. На рынке можно купить любые продукты, поэтому голодными вы здесь точно не останетесь. Седьмое. Магнит, Пятерочка, Икея, Леруа Мерлен и вообще самые крупные какие-то сетевые такие магазины в Крыму, их также нет. Еще нет официальных автосалонов, только МТС Кубань, вы поняли. Но ни в коем случае не подумайте, что в Крыму совсем нет ничего. У нас есть Ашан в Симферополе. Знаю, что и на территории России есть тоже Ашаны. И у нас есть Метро-магазин, тоже находится в Симферополе. Живем, как говорится, ура! Восьмой пункт — это доставка из зарубежных интернет-магазинов. Да, друзья, у нас нельзя заказывать никакие доставки из зарубежных магазинов, в том числе и AliExpress. Для многих это большая проблема, тем более для меня, для блогера. Мне нужны разные штучки, там батареи, аккумуляторы, зарядки, микрофоны, те же камеры. Это все можно было бы заказать на AliExpress намного дешевле, но, к сожалению, доставка в Крым не осуществляется. Если еще раньше можно было обойти все эти законы, все эти санкции, там вводили какие-то названия города другие, либо названия, там, допустим, суда какими-то другими символами, то еще это недавно работало. В последнее время даже это уже перестало работать, поэтому заказать что-то из таких магазинов сейчас тоже нет возможности. Девятое. Почта России и РЖД. Вы, наверное, будете смеяться, но в Крыму их тоже нет. У нас есть своя почта, называется Почта Крыма.
Вместо РЖД я даже не знаю, какая там компания их возит, но, друзья, таких в Крыму тоже нет. 10-е. AdSense, Google Аналитика и прочие IT. Возможно, для отдыхающих это особо не коснется, но для крымчан это очень большая проблема, в частности для блогеров, потому что мы работаем с YouTube, AdSense, Google Аналитика, все это мы проверяем непосредственно в интернете, используя VPN-сервисы. Не знаю, запрещены они или нет, надеюсь, что нет. В общем, только через VPN возможно зайти на такой сервис, посмотреть свою аналитику своего канала. Также аккаунты Google Play, Play Market в Крыму не работают. Не работали, точнее. В последнее время у меня на новом аккаунте, который я, кстати, регистрировал в Москве, у меня работает App Store на айфоне. Поэтому приложение удачно скачивается. Ну и в качестве эпилога хотелось бы сказать, что в Крыму нет низких цен. Наверное, ни для кого это не секрет. Если вы отдыхали в Крыму, то сами все прекрасно знаете. А зарплата средняя в Крыму это 33 тысячи рублей. На 33 тысячи прожить в Судаке, арендуя жилье, сами знаете, как трудно приходится на всем экономить. Я знаю по себе, я работал администратором когда-то, мне платили 25 тысяч рублей. Работал уборщиком номеров, там платили 30 тысяч рублей в месяц. В общем, были времена, которые я вспоминаю с радостью, с улыбкой. Было круто, кстати. Но на такие деньги, честно говоря, в Крыму прожить сложно. Тем более летом, когда идет сезон, цены в 2-3 раза всегда повышаются. На той же набережной, Кипарисовой аллее, купить что-то там покушать, ту же шаурму, цена, честно говоря, будет большая. Поэтому, друзья, не удивляйтесь, так и живем. Ну что, вот такой был видеоролик в 4 утра. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддерживайте его большим пальцем вверх. Пишите свои комментарии. Какую тему обсудим в следующий раз. Все пишите, все прочитаю. Ну а с вами был я, Александр Михаленко из Крыма. И, друзья, самое главное, сегодня выйдет видеоролик с путешествиями. Путешествия никуда не деваются, они будут также выходить ежедневно. А вот такие ролики, думаю, раз в неделю будем с вами тоже выпускать. Все, всем пока, всех обнял, всех моих шикарных зрителей.